Всем привет, друзья! Вы попали на канал Бананчик. Меня зовут Владимир, и я продолжаю выживать в ЛД. Друзья мои, давайте сегодня мы с вами разберем 3 металла. Где их доставать? Как их добывать? Как можно перерабатывать и переплавлять? Ну и также, конечно же, разберем, для чего они нам пригодятся. Первый металл — это, друзья, медь. Где медь можно достать, вы, наверное, и без меня знаете. Медь достается, это у нас зимняя локация. Ну, там пригодится нам кирка железная. Я там, правда, ни разу не был. Вообще ни разу не был. Мне уже предупредили ребята, что там делать нечего. Легче сходить по бункерам. Где также можно достать медь? У нас она попадается на старой ферме. Это синий сундук. Когда вы его открываете, там можно добыть или медный слиток, не туда залез, или медный слиток, или вот часть вот этой руды можно добыть там же. Бункер Альфа, вот там можно, вообще можно добыть, за пальчик можно там найти. Если пальчик у вас есть, знаете, да, где пальчик у нас добывается? Пальчик отрезанный, человеческий такой, кусочек такой, вот. Вот. Если добываешь пальчик, можно открыть заветную дверь и там найти слиток. Ну и самое малое, где найти еще можно медь, это выпадает с мыльницы, 10% это электроника, но у меня электроника максимум идет. Также часы 5%. Ну, я медь с этого ничего не добываю. А добываю я с батареек, потому что здесь 15% электроника. Электронику, друзья, я на максимум прокачал. Видите? Самое огромное это у нас это батарейки. Самое малое это у нас мыльница. Ну и самое маленькое это часы. Часы я вообще перестал собирать. Они мне нафиг не нужны. Ой, выкинь его, выкинь, не трогай его. Пока до него нам рановато. Давайте разгрузимся. Также медь можно добыть в порту. Это у нас за ключик. Я, конечно, его открывал всего раза 2 или 3. Я немного туда хожу. Не так часто. Я сейчас фармлюсь пока что в бункере Альфа. Мне надо побольше синих карт надобывать. Чтобы у меня огромное количество было сишек. Тут пытался разобрать сишку. Гранату. Нифига они, друзья, до сих пор у нас не разбирается на переработочном столе. Медь, друзья, можно также выплавить еще в простой печке. Плавильня. Это 5 руды, и вы получаете 1 медный слиток. Куда медные слитки нам нужны, друзья? Они практически везде нужны. В каждом крафте они вам понадобятся. Ну, не в каждом, конечно, тут преувеличиваю, но они требовательные. Так что добывайте медь в больших количествах. Собирайте их. Просто собирайте, они вам пригодятся. Про алюминиевые шоколадки я не говорю, потому что их очень много. Везде можно их добыть. А медь, ну, медь такая, знаете, она есть, а тут уже и нету. Следующий слиток это у нас сталь. Стальной слиток. Где и как можно добыть сталь? Сталь, друзья, где можно получить? Это улучшенная плавильня, если она у вас есть. Вот. Один железный слиток, один алюминиевый слиток, один медный слиток, как я говорил. Помните, куда нам пригодится медь? И 2 угля. У вас получится 1 стальной слиток. У меня, например, делается уже, по-моему, 3-й или 4-й двадцаток стали. Я себе делаю вот свой маленький бункер. Я уже поставил первую дверь, я уже говорил это, конечно же. Вот, видите? Вот так вот вокруг я хочу поставить стальные стены. И все, и у меня будет бомбически нормальные бункера. Ну, эти бункера, конечно же, специально делаю, чтобы меня поменьше рейдили. Также мы можем добыть стальные слитки у нас, друзья. Это при разборке, переработке, точнее. Одежда у меня не на максимум, так что сталь у меня на нуле. Друзья, у кого, конечно, есть переработочный стол и одежда на максимум, скажите, сколько процентов дает стали при переборке шлема спецвойск? Также выпадает броня спецвойска, штаны спецвойска, ботинки спецвойска. Военный рюкзак у нас дается также стальной слиток. У меня, правда, он, ну, нету такого. Я не могу вам показать, сколько процентов. Кто знает, подскажите.
Катана дает нам также, у меня холодное оружие нифига не апгрейжено, потому что я застрял на огнестреле. Я сейчас качаю прочее, и я качаю огнестрел. Все остальное пока что у меня приторможено, не развивается. Холодное оружие мне дает... Ой, тьфу, холодное оружие. Катана мне дает также сталь, стальной слиток. У меня он не апгрейжен, я не скажу, сколько у меня получается здесь. Так. Хранилище, друзья, хранилище, вот я качаю прочее, хранилище 10%, это мы получим, конечно же, с этого ящика. 10 минут, 10%. Но на максимуме я не знаю сколько там. Как прокачаюсь, я вам покажу. Гаечный ключ. Друзья, я даже не знал, что гаечный ключ мне дает стальной слиток. Я правда об этом не знал. Также 10 минут и 10%, ну 10% шанса, что я получу стальной слиток. А в основном я получу 67%, это уже металлолом. Металлолом, друзья, кстати, я его теперь не выкидываю, я перерабатываю его в железные слитки. А то до этого я их просто удалял. Продолжаем. Колесо вездехода. 15% механика у меня на максимуме, но я получу 15%. Я разбирал 5-6 колес вездехода, я получал 1 слиток. Но это очень крайне редко, зато вы ждете целый час. Часть двигателя, механика. 5%, что вы получите, друзья, стальной слиток. 5, это мало, очень мало, я не перебираю. Это двигатель, ну он у меня уходит на другое, тем более я вездеход еще не дособирал. Я не разбираю двигателя. Пила для грузовика, механика. Ё-моё, вы посмотрите, 15%. Это намного больше, чем двигатель. Вы видите, да? Двигатель, ну правда, двигатель нам еще дает 15% алюминия. А пила для грузовика нам дает 89% то, что мы получим металлолом, и 15%, что мы получим сталь. Колесо для грузовика, друзья, механика. Запомните, механику надо прокачивать, если вам нужна сталь. 15% также сталь и 89%, ну это, короче, одно и то же. Что вот эта часть, что вот эта часть. Это все одно и то же идет. Тепловой датчик, друзья. Электроника. Все-таки мы перепихались на электронику. 89% мы получаем шанс. Это алюминиевый слиток. 15% сталь. Кстати, помните, на рейде как-то я унес около 8-9 стаков этих тепловых датчиков. Ну, сколько я наскрябал? Ну, где-то максимум 1, 1,5, 2 стака стали у меня слитков вышло с 9 стаков вот этих датчиков, правда. Ну и немножко, конечно же, я электроники насобирал. Если на рейде попадаются у вас датчики, берите их. Если даже у вас станка для переработки нету, все равно берите, они вам пригодятся. Также у нас самопал. У меня смотрите, что дает самопал. Ё-моё, я теперь буду самопалы разбирать, как огнестрел он идет, и также мы добываем. Это пружинка 90%, это уже можно даже не считать. Пружинка у вас 100% выпадает. Ну, не 100%, конечно, но 91%. 51% выпадает стальной слиток, друзья. 51%. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Это пипец. Вот. И заводские детали 16%. Зато, смотрите, огнестрельное оружие прокачивается вообще физически огромно. Вы посмотрите, какой у вас будет прокач на на самопале. Да, ой, на винчестере. На самопал смотрю, а говорю про другое оружие. На винчестере вы посмотрите, какой будет прокач. Сейчас я принесу простой огнестрел, вот, например, глок, там дробовик, МК. Есть у меня глоки-то? Так, глок. Давайте возьмем дробовик, МК. Вот, МК, калаш. Вот такие давайте возьмем. Винторез, например. Скарчик давайте возьмем. И самое такое, то, что мне сейчас, ну, на глаз попалось, это, конечно же, мы возьмем гранитомет. Вот, мне на глаз он просто попался. Смотрите. Что нам дает винчестер? Вы уже заметили, да, как апгрейживается у нас огнестрельное оружие. Давайте посмотрим глок.
Заметили? Там окончание было после буквы Е, тут только до У, еле-еле. Ну, я не знаю, как это просто в процентах сказать, я говорю по буквам. Вот. Глок, дробовик, смотрите, тоже мало. Эмочка, тоже такая же тема. Это наполовину того, что вы можете с винчестера получить. Видите? Это наполовину даже. А нет, нифига, винторез, смотрите. Винторез чуть больше даже, чем от глока до калаша мы получаем намного меньше. А винторез нам дает уже нормально. Ну-ка, Скар сколько дает? О, Скар уже меньше, винторез намного больше дает. Вот. Самое то, что мне понравилось, гранитомет, друзья, разбирается намного больше. Вы посмотрите. Намного больше, чем даже винчестер. Вы видите, да? Он, буковка И даже, да. Он намного больше дает. Вообще намного больше всего, чего здесь перечислено. Я, конечно, еще не пробовал миниган. Опять человечек мой жрать пить захотел. Сейчас мы моментом мора это мы сейчас все проведем. Давайте банок пожрем. Воды попьем вот так вот. Во, надеюсь, не обостится он у меня. Я сейчас проверю еще одно оружие. Это, конечно же... Ясно, гранитомет у нас не отсюда. Миниган. Сейчас мы проверим миниганчик. Ой, обостялся, да ладно, ну ёпти-марапти. Я так и знал, что у меня чувак сейчас обостится. Только не вовремя это все он делает. Миниган. Ну, миниган так же, как и гранитомет дает. Очень большой прокач огнестрельного оружия. Миниган, гранитомет. Но миниган, конечно же, нам пригодится где? Я не знаю, где он нам пригодится. Правда, не знаю. А вот гранитомет, он он пригодится практически везде, где стоит огромная толпа. Стреляйте в толпу, мелочь отлетает, а от толпы остается граммы, конечно же, маленькие граммы ХП. Гоняли пописать, давайте продолжим дальше. Так что самопал... Ой, самопал. Винчестер, друзья, на прокачку кидайте. Винчестер, он такой, он не боевой пистолет, конечно, но он даст вам шанс, то, что вы получите на 28 процентов огнестрельного оружия, ну, у меня 28% огнестрельное оружие, ну, разбиралось, да? И шанс получаю я 51%, что я получу стальной слиток. Самопал, друзья, вы посмотрите, самопал. Сам стреляет самопал. Самопал чем он хорош? Ну, не знаю, он стреляет, я им стреляю, например, только в бункере Альфа. Я хожу, прохожу там, где мне уже заколебывает стрелять, бомбить этих яростных гигантов, я придерживаюсь к самопалу и стреляю с него. Что он нам дает, друзья? 6% он мне дает стальной слиток. Огнестрельное оружие, когда прокачаю, я вам скажу, сколько он будет давать максимально. Я не знаю. У кого прокачан огнестрел, друзья, напишите в комментарии, сколько он вам дает процентов. И также, сколько дает процентов максимально на винчестере. Вот это у меня такой вопросик для вас. Самое последнее, это запчасти турели. Механика у меня прокачана на максимуме, я уже много раз сказал. 89% я получаю болты, 15% железа и 10%, что я могу получить с этих запчастей турелей. Это стальной слиток. Я ложу сюда стак. Ну и, конечно, у меня больше набирается это болты. Болты я удаляю сразу, нахрен они мне нужны. Потому что болтов у меня максимально много. Так что, если кто, друзья, из вас знает... Да, чуть не забыл. Двигатель. Вот этот двигатель синий, видите, синий. Есть такой же, только ржавый. Ржавый нам дает алюминиевую проволоку, алюминиевую шоколадку и часть двигателя. Вот этот двигатель нам дает алюминиевую шоколадку, часть двигателя и стальную пластину. Но это очень-очень редко, когда вы ее получите. 1,5 часа ждать, пока она переберется, но, может быть, выпадет. Я этого, конечно, вам не скажу. Где сталь можно найти? Сталь находится у нас бункер Альфа, друзья. Бункер Альфа — это 4-й этаж. Правда, 4-й этаж, фармите 4-й этаж, вам будет стальные пластины, стальные слитки, вы там сможете их найти. Бункер Браво, 4-й этаж. Я, правда, 2-й этаж тут как-то так трали-вали проходил, вы видели его.
Ну, по крайней мере, больше я не знаю, где можно еще добывается сталь. Правда, я не знаю больше, где еще можно добыть сталь. Кто знает из вас, конечно же, подскажите мне, буду пользоваться вашими подсказочками. Последний титан, друзья, это самый последний слиток, который, конечно же, на этот раз я вам расскажу. Обломки титана, друзья. Смотрите, обломки титана у нас добываются где? В порту, правильно? В порту. Это мы открываем ящик за ключик, тянем домой, в кислотную ванну кидаем. У нас кислотная ванна очищает этот сундук, открываем, и мы получаем вот такие обломки титановой брони. Смотрите, какая беда. Механика. Вау, нифига себе, 10%, что я получу титановый слит. Титан также можно добыть у нас на мертвом острове. Друзья, я пока туда не могу достать. Я фармлю, конечно же, ресурсы, чтобы построить маяк, чтобы открыть тот остров. Ну и как это все построю, это все будет записано на видосике. Вы это все сами увидите. Мы съездим сразу же туда и будем добывать титан. Как можно добыть там титан? Это дрелью, друзья, дрелью. Вот. Ой, не дрелью, а ручным буром. Вот у меня один здесь есть ручной бур, и второй ручной бур у меня находится, это в порту, он там в сундуке валяется. Ну, а чё мне они нафиг не нужны пока что, пока у меня маяк не доделан. Катер у меня давным-давно сделан, как-то катер мы намного быстрее сделали. Рекламку посмотрел, никогда не пропускаю, сейчас что-то подзабыл немножко, давайте баночку покупаем, получаем. Монетки, друзья, выпадают чаще всего, если там немножко пооткрывать, позакрывать эту формулу, как это делается. Нажал, закрыл, если не понравилось, нажал еще раз, видите, они меняются. И когда попадается здесь огнестрел за место гвоздя, и здесь огнестрел за место лопаты, точнее, не лапы. И посередине монетка, одна монетка, не вот как 50 монеток. 50 монеток, друзья, там не будет, никак не будет. Если попадается, или даже вот эти 3 трубы, максимум здесь может выпасть монетка. Так что, вот, видите, 50 монеток вам не выпадет. Или вот 3 огнестрела, там может выпасть уже не только 3 огнестрела, а выпадет уже монетка. Я отошел от темы. Титан у нас, друзья, только попадается, конечно же, мертвый остров. Вот эти часть деталей брони. Где они, кстати, я что, туда закинул? Не-не-не, мне не надо, чтобы она перерабатывалась. Здесь перерабатывается другое сейчас. Работает на другом. Больше, друзья, я, правда, не знаю, где титан можно добывать. Кто знает, подскажите, может у меня что-то неправильно было. Может что-то я позабыл, может что-то не добавил. Где доставать медь, где достается сталь, где достается титан, я все примерно вам рассказал. Это маленький, друзья, гайд на полчаса где-то, ну, плюс-минус. Кто знает об этих всех 3 слитков, пишите в комментарии. Буду ждать, буду читать, буду проверять и, конечно же, буду этим же пользоваться. Ну, на этом я буду с вами прощаться. Кому понравилось это видео, ставим пальчик вверх, подписываемся на канал и оставляем свои комментарии. И чтобы не пропустить мои новые видосики, прожмякайте колокольчик. И на сегодня всем пока-пока.